друзья мои, мы тут поучаствовали в небольшом таком событии, очень небольшом, но интересном. NIS Boating Tomorrow. Такой форум здесь и маленькое бот-шоу проходило. И здесь было очень много интересных передовых технологий в яхтинге. Здесь было очень много электрояхт, то есть они все были электрическими. И я хочу вам показать, что интересного сейчас намечается в тенденциях в яхтинге. И как бы мы заглянем в будущее, мы увидим гоночный болид электрический, розовую лодку, и вы увидите спортивную экипировку из конопли. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. Поехали! Так, друзья мои, сейчас мы протестируем лодку с электрическим мотором итальянской компании Competitor. Здесь очень интересный винт, то есть он смотрит у нас вперед. Два винта на одной оси, 42 киловатта у нас здесь. И, ну, давайте оценим. Меня вот привязали. Камон. Абсолютно все беззвучно, только жужжанит. Что ж, друзья мои, очень интересный привод. То есть у нас 6 лопастей, которые работают без кавитации, они смотрят вперед, и они работают вне, скажем, возбужденном потоке, и они дают, ну, просто нереальную тягу, да, это по сути такой, троллейбус, да, на воде. Все сделано из карбона, очень легкий привод, 42 киловатта у нас, ну, наверное, это порядка 80 лошадей. Вот, друзья мои, вы скажете, а что тут такого интересного вот в этой одежде для яхтсменов? Потому что мы находимся на прогрессивной выставке. А ситуация такая, что они сделаны из биополиамида. А полиамид сделан, собственно говоря, из конопли по-нашему. Выглядит очень прогрессивно, то есть, ну, сама одежда выглядит вот живьем. Ну, очень-очень современно. Dynamic Nord утверждает, что она антиаллергенна, отлично отводит пот, подходит как для активного сейлинга, так и для более спокойного. Я могу сказать, что, ну, выглядит очень даже прилично. Конечно, цены трохи выражают, но, блин, если хочешь вот бороться за экологию, начинай с такого. Друзьяки, мне вот эта куртка напомнила какие-то аэрокосмические, такие фантастические комиксы, да, или даже фильмы 60-х годов. Вот она выглядит действительно так, ну, очень прогрессивно, с вот этими всеми резинками, подтяжками такими. Вот, а здесь еще круче. Ну вот, собственно говоря, Nord Dynamic из Германии. Прошу любить и жаловать. Может, я даже себе что-то куплю. Самую аэрокосмическую штуку здесь на выставке представила компания TechMove. Это не Формула-1, это катер, который предназначен для побития рекордов. И он, конечно же, электрический, друзья мои. Здесь стоит силовая установка на 170 киловатт. И он, соответственно, достиг уже скорости 170 километров в час. То есть это у нас получается сколько? 85 узлов. У них цель побить 200 километров в час, то есть разогнаться практически 100 узлов вот на этом гидроплане таком, да, на таком глиссере. Он полностью сделан из карбона, он ультралегкий.
И давайте посмотрим двигатель. Вот это двигатель, а вот эта система охлаждения. Я так понимаю, здесь масло закачивается, либо какой-то антифриз. И второй кожух, это закачивается морская вода, и она охлаждает это все. Сама система охлаждения больше, чем двигатель. Потому что я представляю, до каких температур он будет разогреваться. Выглядит это все здесь футуристически, да, вот здесь батарея у нас находится. Ну, такая мощная штучка получается. Ну и давайте пожелаем им удачи, потому что 200 километров на вот электрическом моторчике, ну это сила таки. У нас сейчас на тесте лодочка из Финляндии, Элвен. Парень на такой лодке прошел по всей Финляндии 5 дней, но ее вообще не заряжал. Представьте себе, у нее солнечные панели на крыше стоят. Сделана она по-фински очень добротненько, сразу вам говорю, да, все сделано нордически. Hi, guys! Здесь у нас стоит батареи, можно установить от 44 до 66 киловатт-часов. И различные подвесники от 15 до 50 киловатт. Вот, друзья мои. Я могу сказать, из всех лодок, которые мы здесь тестили, вот это себя ведет достаточно мореходное. То есть финские корни чувствуются, учитывая, что мы вот перемещаемся по лодке, да, ее практически не раскачивает, она практически не чувствует волну. Лодка мореходная. То есть не игрушка, очень уверенно она идет. Подвесничок у нас Молабо на 50 киловатт, но тянет он очень активненько. Лодка с выраженным таким килем, и я же говорю, что она практически не чувствует сейчас такой вот противной волны. Ну, лодка действительно очень мореходная, и 50 киловатт делают свое дело, она очень-очень уверенно сейчас идет против волны. Оф! Reactive? Yeah. Сейчас мы используем только 9 киловатт из всех 50, которые у нас на хвосте висят. Я сейчас попробую чуть-чуть больше дать, 11. И лодка, да, чувствуется. Да, шкипер мне говорит, учти, как бы уже 2 катамарана переехали. Окей. Ну вот, на данный момент 12 киловатт мы используем, и лодка тянет как буксир. Finally, full power we cannot use just now for this, yeah, because it would be... Let me show you. Yeah? Okay, mon ami. Oops. Just need to read the waves a little bit, but that shouldn't be a problem. Gotta get away from these sailors here. Wow. Ну что, друзья, навигационные возможности лодки зашкаливают. А буксирная тяга электромотора делает этот опыт вообще уникальный. Ну, теперь я понял, для чего он надел на нас, ребята, спас-жилеты. На стенде компании Озо Nautic, Озо Электрик, мы увидели, как классика, да, традиции встречаются с инновациями. То есть компания Озо занимается ремоторизацией. Они могут убрать ваш старый дизель и поставить электрический мотор, вот как на этом баркасе. Либо они могут сделать гибрид, добавляют электромотор, добавляют еще одну трансмиссию и как бы получают такой гибридный вариант. Вот такой двигатель у нас 20 киловатт выдает на гора. И вот этот движочек выдает 10 киловатт, эквивалент будет порядка 20 лошадиных сил. И вот здесь, я считаю, достаточно это все правильно. То есть здесь для небольших лодок электродвигатель на своем месте, потому что он как раз
на данный момент очень коммерчески выгоден и эффективен. И опять же, вот стоял вот такой двигатель, теперь поставили вот такой прекрасный, и у нас бесшумный ход, даже без всяких специальных колонок, на любом болларде, на любом пьедестале вы можете зарядить в любой марине батареи для вот такой лодочки. Поэтому да, мне нравится, это интересный проект. Итальянская компания Bel Marine представила обновленную версию своего мотора. И чем он хорош? Он стал ближе к людям. Компания делает действительно качественные вещи, качественные моторы. Но до этого они были высоковольтными. Этот же мотор работает от 48 вольт. Выдает у нас 40 киловатт, но эквивалент, наверное, 80-го дизеля. Буквочка W обозначает, что он имеет водяное охлаждение. Сюда и сюда подводится водяное охлаждение. И как все итальянское сделано, просто прекрасно. Он эстетически может служить просто украшением. Самые живучие проекты электрических лодок и коммерчески выгодные — это, ребятки, электрические катамараны для дейчартера, для дневных экскурсий. И вот компания Season, прямо вот локальная, из Ниццы, да, удивительно, она представила вот такой катамаранчик. Видите, он покрыт пробкой, полностью весь покрыт пробкой. Что мы имеем? У нас пластиковые корпуса, очень узкие, соответственно, он будет очень мореходный у нас, достаточно быстрый при небольшом двигателе. А сверху алюминиевая платформа, и крыша сделана с полупрозрачными солнечными панелями, которые выдают у нас около 1 киловатта. Ну, 1,5 киловатта это номинально, а реально это будет 1 киловатт. Давайте зайдем и посмотрим, что мы здесь имеем. Пока Гийом готовит лодку к выходу, да, я не буду ему мешать, я вам немножко расскажу. То есть эта лодка сделана для дневных экскурсий, и она зарабатывает для них деньги, друзья мои. Без всяких дополнительных субсидий. То есть я считаю вот такие проекты реально живучими, да, потому что здесь все сделано очень просто, недорого. Оп. Вот так вот помогли человеку выйти. И из пробки, ребятки, здесь сделано все. То есть все сделано из натуральных, хороших, качественных материалов. Натуральный алюминий, натуральная пробка, все перерабатывается. И сейчас мы выйдем в море и оценим. А пока я вам расскажу, что у нас здесь моторчик всего 3 киловатта и пропальшн стоит. Я такой ставлю на тузики маленькие, ребятки. А здесь, ну, как бы у нас сейчас и ветерочек есть, и волнение. И вот Season достаточно так уверенно начинает выходить. Я даже немножко прикроюсь. Вот. Да? Гийом сказал, что с этим мотором они развивают 5-6 узлов, а можно поставить 20 киловатт и разогнать вот эту штуку до 15 узлов. 15 узлов — это достаточно круто. Вот. Ну и опять же, сейчас волнишечка, да, заходит, и мы идем достаточно стабильно и уверенно. То, что нужно обычным людям на экскурсии, на прогулке. Им нужен стол, трап купальный покупаться, попрыгать с носа. А вот, ну, холодильник бы еще нужен здесь со льдом. И вот такая штука, да, она призвана просто зарабатывать деньги. Ну, что, пацаны, 4,5 узла идем, и мы используем сейчас 2 киловатта. 2 киловатта у нас с нашего 3-киловаттного моторчика. То есть я не вдавил полностью ручку, я не хочу, чтобы нас тут захлестывало. Ну, и опять же, в открытом море, но волна стала сильнее, и однокорпусная лодка, даже прогулочная, она бы сейчас здесь уже прыгала. Мы идем, разрезаем волну достаточно, как бы, и качка в пределах очень-очень нормального. Ну, можно даже что-то кушать, пить в это время, да.
Ну-ка, я попробую порулить. Аба. Ну, очень прогнозируемая. То есть, опять же, это платформа для коммерческого использования. В первую очередь, это экскурсии. Гийом говорит, что ее рыбаки используют, ну, наверное, на тех же, скажем, фермах, да, для обслуживания легко поднимать. Здесь просто все открыто. Вот, поэтому почему бы и нет. Вот, для такого костел использования отличная, хорошая лодочка. Сказал представитель верфи, все хотят сидеть на носу и смотреть вперед. Мне это нравится, этот подход, да, ну, собственно, вот ты идешь и наблюдаешь, как там рыбки плавают. Опять же, учитывая, что очень узкие корпуса, лодку не так сильно кидает, вот. И мы имеем ровное вот такое вот пространство и место. Вот такие надувные катамараны компании Экстрамарин, друзья мои, мы показывали в обзоре выставки в Ля-Рошеле. А сейчас Экстрамарин представила новую модель. Она меньше, дешевле, с новым электродвигателем. Это 3-метровая модель и стоит порядка 3000 евро. И вмещается, друзья мои, вот в такую сумочку. В такую сумочку 25 килограмм, и у вас есть своя яхта. А сейчас владелец компании меня прокатит. Оп. Ну, 4-метровая мне нравилась больше. Или у меня вес под 4-метровую. Ну, вот так вот. Моторчик у нас 1,3 киловатта, итальянский моторчик. Все это можно снимать, можно оставить такую платформу здесь. И вот эта часть усиленная. И очень важно, что давление у нас 0,8 бара. Соответственно, ну, очень дружелюбно к нагреву и охлаждению относится этот катамаранчик. Вот так вот, друзья мои. И, ну, 3 метра, 3000, и катамаран у вас в багажнике. А сейчас, друзья, я тестирую самую красивую лодочку. Вот она пищит сейчас на меня. Вот такая розовая из полиэтилена, то есть она неубиваемая. С самым красивым мотором. Mercury 35, 3,5 киловатта. И мне интересно, как она себя будет вести, потому что мотор меня очень привлекает. И Кевин меня сейчас прокатит. Оп. Тут движ у нас, видите? Ну и, друзья, я должен сказать, что норвежский Pioneer, производитель этих лодок, был официальным поставщиком для голливудского фильма «Барби». Вот именно эти лодки поставлялись на съемки туда, в Калифорнию.
А сейчас, друзья, мы на стенде компании Lupia. И мой друг Джиль, с которым мы еще знакомы по производству катамаранов Privilege, он расскажет об этом проекте. Почему он продал верфь Privilege и завел новый проект. So, Джиль, please. Джиль, пожалуйста, расскажите о своем проекте и объясните, почему вы решили в него инвестировать и почему именно его выбрали. Хорошо, здравствуйте, приятно познакомиться. Знаете, я ушел из Privilege 2 года назад и задумывался о том, чем мы будем заниматься в будущем. Мы провели небольшое исследование и обнаружили, что около 50% людей, увлекающихся яхтами, я имею в виду прогулочные яхты, либо арендуют их, либо владеют собственными, и в основном они проплывают всего около 10 морских миль в день, а около 80% времени проводят у причала или на якоре. Когда мы изучили рынок, мы увидели, что очень мало лодок предназначено именно для этого сегмента, поэтому мы решили создать лодку специально для такого пользователя, то есть для людей, которые проводят 80% времени на якоре и плавают в непосредственной близости от гавани. Так мы создали Lupia, ее будет строить наша новая компания под названием Sea-Lupia, а когда мы разрабатывали новую концепцию дневной лодки, дизайн был выполнен Марком Ломбардом. К сожалению, Марка уже нет с нами, но компания по-прежнему существует, сохранив всю свою сущность. В то же время мы решили создать лодку, которая была бы максимально экологичной. Она будет изготовлена из переработанного алюминия с добавлением небольшого количества эпоксидной смолы на основе биокомпозитов. Эта лодка также официально предназначена для людей с ограниченными возможностями. Здесь вы можете увидеть человека в инвалидном кресле, который может самостоятельно пересесть с причала на лодку. Когда вы планируете начать производство? Производство начнется после этой выставки. Мы сотрудничаем со многими отличными поставщиками, поскольку в рамках нашей концепции мы стремимся свести к минимуму углеродный след. Поэтому мы решили работать с местными поставщиками. И около 80% компонентов для яхты будут поставляться из районов, расположенных не далее, чем в 30 километрах от нашей базы. Мы не будем заниматься междугородними грузоперевозками. Мы хотим работать на местном рынке, предлагать услуги премиум-класса и сократить выбросы углерода. Поэтому приглашаем вас приехать сюда через год на испытания. Через год мы представим первую лодку. Хорошо, договорились. Давайте поговорим о некоторых показателях, таких как мощность солнечных батарей и мощность двигателя. Нам еще предстоит доработать проект и провести дополнительные испытания, но в первой версии будет использоваться система X40 от компании E-Propulsion. Она включает в себя 2 двигателя мощностью 40 кВт и аккумуляторную батарею общей емкостью 69 кВт-часов. Управление лодкой будет осуществляться с помощью джойстика, а солнечные панели будут вырабатывать около 200 Вт. Этих панелей хватит для покрытия всех ежедневных потребностей в энергии. Любой избыток энергии, необходимый для приготовления пищи или работы холодильника, будет накапливаться в аккумуляторах. Если требуется зарядка, то поскольку это лодка для однодневных выходов, когда она возвращается вечером, в зависимости от доступного источника питания зарядка займет примерно от 5 до 8 часов, в зависимости от силы тока. Спасибо, Жиль, и удачи тебе в этом. Ну что ж, друзья, вот такие у нас технологии, вот такие интересные вещи здесь были на выставке Boating Tomorrow. Я думаю, вам понравилось. И если вам интересно обучение, либо покупка яхты, мы с удовольствием вам в этом поможем. Я, Саша Горан, и моя команда Интерпарус прощается с вами. И до встречи в морях.